Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! Это видео посвящено одному очень важному препарату, пустырнику, с которым я познакомилась весной этого года, прослушав в Ютубе выступление Валентины Юрьевны Мироновой. Это известный академик, ученый с мировым именем, очень мужественная женщина, которая открыто и откровенно рассказывает о новом, о открытиях, которые объясняют все, что происходит сегодня в переходный период. И вот эта статья у нее есть на Прозе.ру «Пустырник и новая биохимия человека». Но я не буду знакомить со всей статьей, а просто-напросто скажу, что ее нужно дочитать, если вы решили изменить себя, помочь себе, своему телу именно сейчас. Почему я решила обратиться к этой теме? Потому что мне мои знакомые, которые тоже вместе со мной весной какой-то период пили настойку пустырника и получили вот такое очень хорошее гармоничное состояние, спокойствие, состояние такой центрированности и состояние творчества. Когда ты мирный и спокоен, ты создаешь шедевры, неважно в чем, в какой отрасли, но это получается всегда замечательно. Я хочу вас познакомить с частью только этой статьи Валентины Юрьевны. И статья называется еще раз «Пустырник и новая биохимия человека». Уже не секрет, что наши тела были сформированы в условиях постоянного стресса, совершенно незаметного, но тем не менее проникшего во все системы и органы. Помните старую поговорку, что все болезни от нервов? Хотелось бы найти средство, которое помогло бы не только выключить стресс, но и вообще убрать его из тела. Благодаря сегодняшнему времени, когда главной силой творения становятся мысли, и хорошие, и плохие, поэтому так важно уметь общаться со своими мыслями. И вот такая задача уже была решена. Автору этой статьи, Мироновой Валентине Юрьевне, помог этот пустырник, когда совершенно несносной проблемой стали приливы климакса. Логическая цепочка, которая привела к решению, оказалась очень простой. Если тело сформировалось при стрессе, а это было со всеми телами в планетарном масштабе, в течение жизни он еще и добавился, и где-то отложился, породив сдеформированные ткани. Стресс и центральная нервная система в данном случае одно и то же. Да простят меня классические медики. Вся прежняя центральная нервная система держалась митохондриями, в которых жил белок метафузин-2. Именно этот белок и управлял всем стрессом на уровне клетки. Образно говоря, дергал за нужные веревочки импульсы и творил химию на уровне выживания. Разумеется, химия выживания еще действует в наших телах. Но есть и хорошая новость. Наряду с химией стресса начинает проявляться химия радости, созидания и творения. Это стало возможным из-за незаметно растущей осознанности людей и их повседневности. Очень важный момент. Значит, старую центральную нервную систему, то есть выживание и стресс, нужно грамотно остановить, так, чтобы ее немотивированные трепыхания перестали мучить тело и клетки. В момент мгновенной остановки центральной нервной системы происходят удивительные реакции. Квантовые процессы, проникающие через нейроны, так называемые микротрубочки, которые ремонтируют и заменяют проводку, то есть нервы, и заменяют старые реакции новыми. Далее идет глава, в которой идет рассказ о биохимии новых реакций, о катионе триводорода. С ней можно познакомиться более подробно, но я пропущу эту главу, используя только одну важную мысль из нее. Вот этот новый катион триводорода называют молекулой, создавшей Вселенную. Именно в виде катиона H3+, водород – наиболее распространенный элемент и присутствует во Вселенной. Органические вещества взаимодействуют с возбужденным триводородом, рождая новые строительные блоки жизни, все остальные органические молекулы. Ну а теперь из этой главы
думаю, что очень самое такое ценное и важное, хотя каждая строчка выстрадана Валентиной Юрьевной, и она имеет особое значение. Но вот хочу уделить особое внимание вот этой мысли. Величина обыкновенного катиона водорода влияет на поведение макромолекул, физико-химическое и структурное состояние мембран, интенсивность образования активных форм кислорода и гидроперекисей на возбудимость, лобильность и проводимость возбудимых тканей, особенно нервных структур. Замена привычного для режима стресса катиона водорода на новый катион 3 водорода начинает постепенно формировать совершенно новую нервную систему для условий созидания и творчества, для осознанной жизни, потому что мир начинает раскрываться в планетарном масштабе, открываясь новым мерностям, реальностям. Эти реакции проносятся в наших клетках постоянно, и темп их только нарастает. Можно ничего не делать, однажды количество обязательно перерастет в качество, но можно и использовать эти знания, помогая телу, например, пустырника. Сущность растения помогает приостановить на миг старую центральную нервную систему, а для каскада новых реакций миг – это огромное время для новых рождений. Тоже перестало быть секретом, что стрессы пагубно отражаются не только на сердце, но и на желудке. Его воспаление чаще всего вызываются не столько погрешностями в питании, сколько нейрогенными причинами. Очень приятный бонус Вселенной в том, что пустырник, приводя нервную систему в новый порядок, лечит и желудок. Что в результате? Автору статьи удалось с помощью этих знаний убрать полностью приливы климакса за очень короткое время. Полностью. Обыкновенной аптечной настойкой пустырника неполная чайная ложечка утром и такая же доза вечером, без разницы, до или после еды. Что это дает еще? Есть такой раздел в этой статье «Профилактика для половой системы женщин и мужчин». Для женского организма пустырник станет находкой из-за способности выравнивать гормональный фон. Читай, убирает из тела застарелый, слежавший стресс, даже на генетическом уровне. Мужской организм трава защитит от импотенции при условии регулярного использования и также на генетическом уровне. Помогает пустырник нормализовать содержание холестерина в крови, положительно влияет на процессы обмена веществ, благотворно влияет на течение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Я начала использовать этот препарат, настойку. Вот он такой вот, совсем маленький пузырек, очень дешевый. Пью утром и вечером с чашечкой воды, неполную чайную ложечку. Действительно очень хорошее средство, действительно помогает нормализовать все различные состояния. Очень спокойно воспринимаешь все события и смотришь на все как наблюдатель. Но я хочу еще сделать вот такую обязательно важную вещь. Есть противопоказания. Это не значит, что вы посмотрите сейчас это видео и сразу же побежите в аптеку и сразу же начнете покупать эту настойку. Кстати, можно не только настойкой пользоваться, есть разные виды. Есть сухой пустырник, есть просто сок пустырника. Можно самому это делать, выращивая пустырник в своем саду. Но нужно помнить, что есть противопоказания. Нельзя использовать пустырник, препараты из него людям с низким артериальным давлением. Также противопоказано применение спиртосодержащих лекарственных препаратов из пустырника детям, беременным и кормящим матерям, лицам, деятельность которых требуется повышенное внимание, пациенты, отвыкающие от алкогольной зависимости, также принимающие лекарственные вещества с угнетающим влиянием на центральную нервную систему. Не следует принимать их после недавнего аборта. Пустырник может вызывать сонливость, которая несовместима с работами, которые требуют быстроты реакции, концентрации внимания. Так что учтите вот эти обязательные противопоказания. Ну а всем тем, кто
сейчас вот именно в августе в коридоре вот этих затмений, и это состояние еще будет дальше усугубляться, тем, у кого вот этих вещей нету, кому не противопоказан пустырник, можете спокойно неполную чайную ложечку утром с чашкой воды и вечером с чашкой воды, и это даст возможность гармонизировать свое тело и более спокойно проходить сейчас вот этот переход в наших телах, не только в планетарном состоянии, в наши тела сейчас также проходят вот эти стрессы, изменения, очистку старого, вычистку, и зарождение идет нового, установление новых файлов. Это как компьютер. Мы и есть биокомпьютер, в котором убираются старые файлы, и после этого только можно устанавливать новые файлы. И в этом помогает вот такая вещь, как пустырник. Настойка пустырника, капли пустырника или травы пустырника. Строго все по инструкции в аптеке, прежде чем использовать, читайте. Ну, а я выполнила просьбу тех людей, которые вместе со мной это испытали на себе и попросили сейчас снова же выставить эту информацию для тех, кто сегодня требует ее. С вами была Раиса Горяченко на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород и цветы». Хорошего вам здоровья, благодатной погоды и всего самого доброго.